Мощнейшее землетрясение в Венесуэле. Два толчка магнитудой 7,2 и 7,5 разрушили тысячи зданий в Каракасе. Уже известно об около 200 погибших. Эксперты говорят, количество жертв может составлять тысячи. Корпус стражей исламской революции Ирана заявляют, что новый маршрут через Ормузский пролив с ними не согласован. При этом Марко Рубио, находясь в Бахрейне, успокаивает союзников и обещает: платы никто взимать не будет. Рютте на пальцах и графиках объяснил, что такое Трамп-триллион и эффект Трампа-47. Дональд Трамп остался доволен. В польском Гданьске стартовала двухдневная конференция по восстановлению Украины. Туда не приехали ни Кароль Навроцкий, ни Владимир Зеленский. Франция задержала очередной российский танкер так называемого теневого флота. Кремль пока еще не успел разобраться с судьбой предыдущего, захваченного Великобританией. В Европе рекордная жара, а в Азии разрушительные ливни и оползни. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Два мощных землетрясения произошли в Венесуэле днем 24 июня. Первый подземный толчок магнитудой 7,2 был зафиксирован примерно в 160 километрах к западу от Каракаса. Менее чем через минуту последовал второй, магнитудой 7,5. В столице и штате Ла-Гуайра начали разрушаться здания. Люди в панике покидали дома, офисы и общественные места. По оценкам сейсмологов, это самые сильные землетрясения в Венесуэле с 1900 года. Я была дома и успела только одеться. Он помог мне. Все стены были в трещинах. Мы с трудом смогли открыть дверь. Вокруг было столько пыли, что ничего не было видно. Когда мы спустились вниз, это было похоже на фильм ужасов. Нам пришлось пробираться через завалы. Управляющий дома спускался с ребенком на руках. Соседи тоже выходили. Но из того здания я видела, что выбраться смогла только одна семья. Я сидела на кухне, когда почувствовала, что все начинает трястись. Я сказала: «Землетрясение». И мне ответили: «Да, все трясется». Толчки были очень сильными. Я только повторяла: «Господи, помоги». Тряска не прекращалась, и я думала лишь о том, как выбраться вниз. В Каракасе и Ла-Гуайре обрушились десятки зданий. Повреждения получили жилые дома, больницы, международный аэропорт Майкетии и объекты городской инфраструктуры. Все трясется. Посмотрите, что происходит в аэропорту Майкетии. Здесь настоящее бедствие, все разрушено. Посмотрите, во что превратился аэропорт после землетрясения. Ситуация очень серьезная. Это было землетрясение большой магнитуды. Я снимал происходящее во время толчков. Мы также помогали людям выбраться. Посмотрите на потолок, все разрушено. Властям необходимо принять меры. Посмотрите на этот масштаб разрушений. Это аэропорт Майкетии. Мы начинаем вести трансляцию прямо сейчас. На бейсбольном стадионе люди выбежали на поле во время подземных толчков, а спасательные службы продолжали разбирать завалы всю ночь. По официальным данным властей, погибли не менее 32 человек, более 70 получили ранения. Геологическая служба США предупреждает, что окончательное число жертв может оказаться значительно выше. Основываясь на предварительном моделировании последствий, сейсмологи предупреждают, что итоговое число жертв может исчисляться тысячами и по одному из прогнозов превысить 10 тысяч человек. Мы провели первое заседание в рамках режима чрезвычайного положения после трагедии, вызванной двумя мощными землетрясениями. Главная задача сейчас — спасение людей, оказавшихся под завалами зданий и домов. В ближайшие часы в страну прибудут международные спасательные команды. Хочу поблагодарить президента Дональда Трампа и правительство США за постоянный контакт с властями Венесуэлы и предложенную помощь. Также спасателей направляют Доминиканская республика, Сальвадор, Мексика и Катар. Наиболее серьезно пострадал штат Ла-Гуайра. Там разрушены десятки зданий, продолжаются спасательные работы. Это настоящая трагедия. Мы выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и поддерживаем всех, кто потерял близких. На данный момент подтверждена гибель 32 человек, не считая возможных жертв в штате Ла-Гуайра. Более 700 человек получили ранения и находятся в государственных и частных медицинских учреждениях. Приостановлены занятия в учебных заведениях и работа всех государственных служб, не относящихся к критически важным. Для людей, потерявших жилье, подготовлены гостиницы и временные убежища. Призываю всех сохранять спокойствие и национальное единство. Вместе мы преодолеем эту трагедию.
Одной из первых о готовности оказать помощь заявила администрация США. Президент Дональд Трамп сообщил, что поручил федеральным ведомствам подготовиться к оперативной отправке помощи. Государственный департамент сформировал группу реагирования на стихийные бедствия, а американские власти объявили о направлении поисково-спасательных команд, медицинских специалистов и гуманитарных грузов. О поддержке Венесуэлы также заявили Испания и страны Латинской Америки. Соболезнования выразили премьер-министр Испании Педро Санчес, президенты Аргентины, Чили, Панамы и Мексики. Несколько государств уже подтвердили готовность направить спасателей, медицинские бригады и гуманитарную помощь для ликвидации последствий крупнейшего за последние годы землетрясения в стране. Трясло сегодня и Японию. У северо-восточного побережья острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 6,9. Его эпицентр находился у берегов префектуры Ивате на глубине около 50 километров. Наиболее сильные толчки ощутили жители префектуры Аомори. По японской семибалльной шкале интенсивности землетрясений их сила достигла уровня 6+. При таких колебаниях людям сложно удержаться на ногах и передвигаться без опоры. Власти сообщили, что угрозы цунами нет. Возможны лишь незначительные колебания уровня моря. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. После землетрясения временно остановили движение части поездов, включая скоростные синкансены, а некоторые автомагистрали закрыли для проверки. На атомных электростанциях и других ядерных объектах нарушений не зафиксировали. Япония входит в число самых сейсмоопасных стран мира. Здесь происходит около 20% всех землетрясений магнитудой 6 и выше. Корпус стражей Исламской революции Ирана заявил, что не признает новый маршрут для судоходства через Ормузский пролив, разработанный при участии Международной морской организации ООН. В Тегеране назвали его неприемлемым и крайне опасным. Военные подчеркнули, что единственным законным маршрутом считают тот, который утвержден властями Ирана. Они также предупредили, что проход судов вне этих маршрутов запрещен, а координация движения с военно-морскими силами КСИР по международному 16-му радиоканалу обязательно. Новый маршрут был создан для вывода сотен судов, оказавшихся заблокированными в Персидском заливе из-за недавнего конфликта. По данным Международной морской организации, инициатива позволит обеспечить безопасный проход через Ормузский пролив примерно для 11 тысяч моряков. Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции, комментируя объявление некоторыми структурами нового маршрута для судоходства в Ормузском проливе, заявили, этот новый маршрут является неприемлемым и крайне опасным. Единственным разрешенным маршрутом для прохода через Ормузский пролив остается тот, который объявлен Исламской республикой Иран. Военно-морские силы КСИР заявили, что движение судов вне этих маршрутов является крайне опасным и запрещено, и предупредили о необходимости строго воздерживаться от любого прохода вне установленных маршрутов. Координация прохода через Ормузский пролив с ВМС КСИР по 16-му радиоканалу является обязательной. В отношении нарушителей будут приняты соответствующие меры. Госсекретарь США Марко Рубио, находящийся с визитом в странах Персидского залива, во время общения с журналистами в Бахрейне, прокомментировал один из наиболее спорных вопросов будущих переговоров с Ираном – статус Ормузского пролива. По словам главы американской дипломатии, свобода судоходства по этому маршруту остается принципиальной позицией Вашингтона и не может стать предметом каких-либо уступок в рамках возможной сделки с Тегераном. Я предпринял эту поездку прежде всего для того, чтобы выразить благодарность за сотрудничество, за всю оказанную нам помощь и за все, чего мы смогли достичь вместе. Теперь мы вступаем в новый этап, который, как мы надеемся, приведет к миру. Именно этого мы все хотим. Мы хотим, чтобы этот регион стал местом, где люди сосредоточены на том, чтобы зарабатывать деньги, а не создавать бомбы и оружие. Где они работают над улучшением жизни своих народов, а не над тем, как нападать на другие страны. Важно подчеркнуть несколько вещей, которые являются для нас приоритетом. Да, мы хотим соглашения, но не соглашения любой ценой. Мы хотим хорошего соглашения, реального соглашения. Соглашение, которое можно проверить. И соглашение, которое будет соблюдаться. Важно, чтобы любые достигнутые договоренности соблюдались как в процессе переговоров, так и после их завершения. Но есть вещи, которые для нас принципиальны и никогда не будут приемлемыми. Во-первых, Ормузский пролив — это международные воды. Международные водные пути не принадлежат ни одному государству. Это один из основополагающих принципов современного мира, без которого воцарился бы полный хаос. Если мы согласимся с тем, что можно взимать плату за использование международного водного пути лишь потому, что он проходит рядом с вашей территорией, такая практика распространится по всему миру, словно зараза. Можно называть это пошлиной, можно называть это сбором. Как угодно, это всего лишь игра слов. Но реальность такова. Ни одна страна на Земле не имеет права взимать плату за использование международных водных путей,
И это никогда не станет приемлемым условием какого-либо соглашения. Президент Дональд Трамп предельно ясно обозначил эту позицию. Хочу подчеркнуть, Соединенные Штаты открыты к переговорам. Мы хотим, чтобы все получилось. Готовы к этому и сделаем для этого все возможное. Мы надеемся на успех, но для этого потребуется помощь и сотрудничество всех стран, представленных здесь сегодня, чтобы любое соглашение было не только хорошим, но и действительно выполнялось. Я приехал с посланием. Мы хотим гарантировать, что на протяжении всего переговорного процесса интересы наших партнеров и союзников в регионе всегда будут учитываться. Ни одна часть этого соглашения не должна подрывать безопасность, стабильность или процветание наших партнеров в странах Персидского залива. Министр иностранных дел Бахрейна Абдулатиф бин Рашид Аль-Заяни приветствовал объявление Омана о создании временного морского коридора для безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Сегодня мы видим проблеск надежды для нашего региона. Мы приветствуем дипломатические усилия, которые привели к прекращению боевых действий благодаря подписанию меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном при посредничестве Пакистана и Катара, а также восстановлению свободного и безопасного судоходства через Ормузский пролив. В этой связи мы приветствуем объявление Омана о создании временного морского коридора для судов, следующих через пролив. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме попытался снизить напряженность в отношениях между Вашингтоном и союзниками по Альянсу. Я хочу показать вам, чего удалось добиться этому президенту. Начну с этого графика. Это график «Трамп-триллион». Он показывает, насколько выросли расходы европейских стран и Канады на оборону с момента вашего вступления в должность в 2017 году, при Трампе 45 и Трампе 47. В общей сложности европейцы и канадцы дополнительно направили на оборону 1,2 триллиона долларов. Если посмотреть на эффект Трампа 47, то дополнительный рост оборонных расходов Европы и Канады в 2025 и 2026 годах составляет почти 140 миллиардов долларов. И в этом году они снова увеличатся примерно на 120 миллиардов, что доведет общий прирост за 2 года до более чем 250 миллиардов долларов. Уверяю вас, это связано с Россией и существующими угрозами. Но я также абсолютно убежден, что это произошло потому, что вы стали президентом Соединенных Штатов и последовательно добивались того, чего не удавалось достичь со времен Эйзенхауэра, чтобы европейцы приблизили свои оборонные расходы к уровню Соединенных Штатов. Вы проявили лидерство. На прошлой неделе вы подписали закон о военных закупках. Благодаря этому компании получили возможность сотрудничать друг с другом и наращивать производство оборонной продукции. Пару недель назад вы очень жестко поговорили с представителями одной из таких компаний. Один из них потом приходил ко мне в офис. Да, разговор был действительно жестким. Он все еще дрожал. И я сказал, это хорошо. Именно это нам и нужно. Я просто хотел рассказать эту историю, потому что, дамы и господа американские журналисты, это важно. Это ваш президент, но также и лидер свободного мира, который проявляет необходимое лидерство. Позвольте сказать, что он мой друг. Он замечательный человек, выдающийся лидер и прекрасный генеральный секретарь. Его все уважают. Я ценю ваши добрые слова. Но и вы действительно проделали хорошую работу. Думаю, если бы на этой должности был кто-то другой, мы бы сегодня даже не встречались, если честно. Нас тогда подвели. Нам вообще не нужна была помощь в этом вопросе. Мы буквально за первую неделю все решили. Но было бы приятно, если бы нам хотя бы сказали: мы хотим помочь. Нам это было не нужно, но было бы приятно услышать такие слова. А этого не произошло. Однако, как генеральный секретарь, руководитель всей этой организации, я думаю, если бы я ему позвонил, а я этого не сделал, потому что общался напрямую с отдельными странами, чтобы понять их настрой и готовность, то, уверен, он нашел бы способ помочь, если бы это понадобилось. Думаю, с ним все было бы немного иначе. Но я был разочарован. Я был разочарован Италией, был разочарован Великобританией. Сейчас Стармер уже уехал, у него было много проблем. Но мы были разочарованы Великобританией. Мы были разочарованы Германией и Францией. Мы были разочарованы большинством стран. Испания — это вообще кошмар. Испания ведет себя ужасно, даже с вашей точки зрения. Они вообще не хотят ничего платить. Они считают, что могут пользоваться всеми преимуществами бесплатно. Испания не очень хороший участник. Совсем не хороший. Но я очень уважаю этого человека.
Поэтому мы обсудим произошедшее и посмотрим, что будет дальше. У меня не так много разногласий с президентом Соединенных Штатов. Но здесь я все же позволю себе немного возразить. Да, причины для разочарования действительно есть, безусловно. Но мой аргумент заключается в том, что это отдельные случаи. Если посмотреть на ситуацию в целом, возьмем, к примеру, Германию. С самого начала она выполнила все свои обязательства. Речь идет о поставках, технологическом сотрудничестве и двусторонних обязательствах этих стран перед Соединенными Штатами. Это, строго говоря, не обязательства в рамках НАТО. Все они сделали то, что обещали. Благодаря этому от 4 до 5 тысяч американских самолетов смогли вылететь из Европы. Я бы сказал, что провести операцию против Ирана без Европы, как платформы для проецирования силы США, было бы очень сложно. Президент прав, поводы для разочарования есть, но в целом картина неоднозначная. Главный вопрос в том, платят ли они 5%. Полгода назад, когда мы были вместе, они согласились довести расходы до 5%. Но по большей части они этого не делают. Если посмотреть на цифры, возьмем, например, Германию. Мы договорились дать ей несколько лет, потому что невозможно потратить такие средства за 1 год. Есть ограничения по возможностям их освоения. Германия удваивает свои оборонные расходы в период с 2021 по 2029 год. К 2029 году она будет тратить более 150 миллиардов долларов. Это колоссальная сумма, даже больше, чем расходы Франции и Великобритании вместе взятых. Посмотрите на Нидерланды, Польшу, страны Балтии. Они уже достигли необходимых показателей. Дания также значительно увеличивает расходы. В странах Северной Европы ситуация тоже неоднородная, но большинство выполняет взятые обязательства. И благодаря этому человеку Альянс стал гораздо сильнее. Я хочу только одного, чтобы они были преданными союзниками. Нам не нужны их деньги. Нам вообще ничего от них не нужно. У нас самые мощные вооруженные силы в мире, без всякого сравнения. Но я хочу видеть лояльность. Мы всегда остаемся им верны. Мы всегда готовы их защищать. У нас тысячи военнослужащих по всей Европе. Только в Германии размещены 50 тысяч американских военных. И после этого хочется хотя бы небольшого встречного шага. Хотя бы небольшого жеста. Немного внимания. Мы многого не просим. А они отвечают: нет, мы не можем. Мы тратим сотни миллионов долларов на содержание наших войск в Германии, Великобритании и по всей Европе. Должен сказать, что Польша проявила себя очень хорошо. Я поддержал его. И он победил. Польша и Литва провели совместные военные учения Ember Defender-26. Маневры прошли на полигоне Клусы и стали одними из крупнейших тренировочных мероприятий польской армии в этом году. В них задействовали около 10 тысяч военнослужащих и 700 единиц современной военной техники. По сценарию учений подразделения отрабатывали оборонительные действия, включая форсирование водной преграды. Польские боевые машины пехоты «Борсук» преодолели озеро, а поддержку с воздуха обеспечивали американские ударные вертолеты AH-64 «Апачи». Сегодня мы проводим учения на полигоне, отрабатывая действия в условиях, максимально приближенных к реальным. Это дает нам возможность проверить наши системы управления и связи, а также их устойчивость к различным видам помех. В наших учениях также принимает участие литовское подразделение, механизированная пехотная рота. Именно такие совместные учения позволяют нам совершенствовать навыки, лучше изучать процедуры, а также проверять систему управления и связи, чтобы обеспечить ее полную совместимость. Учения Ember Defender-26 рассматриваются как один из ключевых этапов подготовки вооруженных сил Польши в 2026 году и направлены на повышение возможностей сдерживания и взаимодействия с союзниками. В польском Гданьске стартовала международная конференция по восстановлению Украины. На форум прибыли представители правительств европейских стран, руководители международных организаций и бизнеса. Участников приветствовал премьер-министр Польши Дональд Туск. Восстановление — это не только здания. Это не только электростанции, школы или инфраструктура. Восстановление — это также то, что находится внутри нас. Украина справедливо стремится стать частью объединенной Европы. Но необходимым условием единства, подлинного и полного единства, всегда были понимание собственной истории, а также искренняя способность и готовность к примирению. Среди гостей конференции председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Лемми и другие европейские лидеры. Украину на конференции представляет премьер-министр Юлия Свириденко. По ее словам, в течение 2 дней планируется подписать более 160 соглашений на общую сумму свыше 10 миллиардов евро. Они будут касаться восстановления инфраструктуры, энергетики, развития бизнеса, регионов, а также оборонной промышленности. Инвестиции имеют решающее значение для восстановления, а они требуют доверия. Доверие же зависит от сильных институтов. Именно поэтому реформы, проводимые Украиной в рамках процесса вступления в Европейский Союз, имеют столь большое значение. Дальнейший прогресс в борьбе с коррупцией и укреплении верховенства права
необходим для сохранения доверия граждан, международных партнеров и инвесторов. Конференция по восстановлению Украины проводится ежегодно и объединяет правительство, международные финансовые институты и частный сектор. В этом году одним из главных вопросов станет привлечение инвестиций и подготовка проектов для послевоенного восстановления страны. Военно-морские силы Франции задержали у берегов Сицилии танкер «Деливер», который, по заявлению Парижа, входит в российский теневой флот. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что судно нарушило международное морское право. По данным украинской разведки, танкер перевозил российскую нефть в обход санкций. Во вторник военно-морские силы Франции задержали нефтяной танкер «Деливер», когда он проходил у берегов Сицилии за нарушение международного морского права. Это новая операция против так называемого «теневого флота», проведенная спустя несколько дней после аналогичных действий Великобритании, демонстрирует решимость европейских стран. Мы не позволим теневому флоту обходить санкции и финансировать военные усилия России. Европа полна решимости. Она продолжит предпринимать все необходимые меры, чтобы увеличить цену войны для России и способствовать достижению прочного и устойчивого мира в Украине. Россия пригрозила судебными разбирательствами, если нефть с задержанного Великобританией танкера будет продана, а вырученные средства направят на поддержку Украины. В Кремле заявили, что рассматривают все возможные юридические механизмы ответа. Наверняка существуют юридические варианты реакции. Они будут изучены, ситуация будет проанализирована. И если такие юридические варианты реакции, судебные перспективы имеются, конечно же, они будут максимально задействованы, как в отношении тех, кто будет принимать такие решения, как в отношении тех, кто будет реализовывать эту нефть, так и в отношении тех, кто ее будет приобретать. В этом не должно быть ни у кого сомнения. Что же касается политической оценки, то речь идет о попытке, наверное, экспроприации, продажи, добычи, которая была добыта пиратскими методами. Британское государство на протяжении всей истории этих методов не гнушалось. Также в Кремле положительно оценили посреднические усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию войны в Украине и опровергли публикацию The Wall Street Journal о том, что Москва якобы оказывает давление на Беларусь, добиваясь более активного участия в войне против Украины. Вы знаете, что мы эти усилия по оказанию помощи в поисках украинского регулирования мы весьма признательны и высоко их оцениваем. Но, конечно, прикладывать такие усилия, будучи вовлеченным в войну на одной из сторон, невозможно. И, конечно же, мы знаем, что переговорная команда Соединенных Штатов прекрасно это понимает, отдает себе отчет в этом. Ждем продолжения диалога с американскими переговорщиками по тематике украинского регулирования. Что касается сообщения вот этого издания, о котором вы упомянули, то это абсолютно не соответствует действительности. У нас есть союзное государство, у нас целый перечень совместных проектов, которые на повестке дня. У нас наиболее продвинутая форма интеграции с Белоруссией, которая продолжается, и Белоруссия является нашим ближайшим союзником. Министр по вопросам климата и окружающей среды Швеции Ромина Пурмахтари впервые в истории Совета Европейского Союза пришла на официальное заседание вместе со своим ребенком. Политик взяла с собой 4-месячного сына Адама на встречу министров окружающей среды в Люксембурге. По словам Пурмахтари, она хотела показать, что государственная служба и материнство не должны исключать друг друга. Министр отметила, что возможность совмещать работу и заботу о ребенке считает одной из сильных сторон европейской социальной политики. Доброе утро. Очень рада снова быть на заседании Совета и с нетерпением жду сегодняшних обсуждений по самым разным вопросам. Я также рада быть примером того, что не нужно выбирать между тем, чтобы быть вовлеченным министром и заботливой матерью. Думаю, одна из причин, почему Европа – прекрасное место для жизни, заключается в том, что здесь есть возможность одновременно участвовать в заседаниях и заботиться о своем ребенке. Во время общения с журналистами и выступления на заседании ребенок несколько раз привлек внимание участников, а министр с улыбкой продолжила свое выступление. За последние месяцы мы вновь столкнулись с последствиями энергетического кризиса, вызванного геополитическими факторами и зависимостью от ископаемого топлива. В ответ на это резко выросли продажи электромобилей. Очень вовремя, Адам.
Этот рост продаж также связан с нашими прежними усилиями по введению предсказуемых и амбициозных стандартов по выбросам СО2. Президент США Дональд Трамп дал старт празднованию 250-летия американской независимости, выступив на открытии Большой американской ярмарки штатов в центре Вашингтона. Мероприятие проходит на Национальной аллее и открывает серию праздничных событий, которые продлятся до 10 июля. По словам Трампа, в программе примут участие все американские штаты и территории. В своей речи президент заявил, что Соединенные Штаты остаются крупнейшей экономикой мира, обладают сильнейшими вооруженными силами и передовыми технологиями. Он также объявил, что Америка вернулась. Трамп напомнил, что через 10 дней страна отметит 250-летие принятия Декларации независимости. Он назвал этот документ основой американских ценностей и подчеркнул значение прав на жизнь, свободу и стремление к счастью. Открытие празднований сопровождалось пролетом стратегического бомбардировщика B-2 Spirit и 4 истребителей F-35A Lightning II. По словам президента, это лишь часть программы, подготовленной к юбилейным торжествам. Жара во Франции продолжает бить рекорды. По данным Национальной метеослужбы, 24 июня стало самым жарким днем в истории наблюдений по среднесуточной температуре. В среднем по стране воздух прогрелся до 30 градусов. Новый рекорд установлен и в Париже, а во многих регионах обновлены июньские и абсолютные температурные максимумы. Из-за аномальной жары Лувр сократил часы работы. А в городе Ле-Ман, где температура превысила 41 градус, жители спасаются у фонтанов и в тени. Из-за высокой температуры отменили часть занятий, а ночная жара осложняет сон и повседневную жизнь. Медики также обращают внимание на последствия экстремальной погоды. По их словам, в палатах некоторых больниц температура превышает 30 градусов, при этом кондиционеры установлены не везде. С 25 июня красный уровень погодной опасности будет действовать более чем в 2/3 департаментов Франции. Пока одни регионы страдают от жары, другие — от проливных дождей. На Тайване сильные ливни, вызванные внешними полосами тайфуна Мекхала, затопили улицы на юге острова. Вода зашла в дома и магазины, на дорогах застряли автомобили и скутеры. По словам местных властей, ливневая канализация не справилась с большим объемом осадков. Сообщений о погибших нет, однако синоптики прогнозируют продолжение дождей. Тем временем на северо-востоке Индии, в штате Аруначал-Прадеш, внезапные поводки разрушили жилые дома, повредили дороги и смыли автомобили. В пострадавшие районы спасатели доставляют гуманитарную помощь на вертолетах. По данным местных властей, 1 человек погиб, еще несколько числятся пропавшими без вести. В Лос-Анджелесе впервые представили постоянную экспозицию шаттла Endeavour в полной стартовой конфигурации, с твердотопливными ускорителями и внешним топливным баком. Это единственное в мире место, где подлинная система космического шаттла демонстрируется в положении, близком к предстартовому. Высота конструкции составляет около 60 метров. Шаттл совершил свой первый полет в мае 1992 года. После завершения программы Space Shuttle корабль был передан Калифорнийскому научному центру. Открытие экспозиции для посетителей запланировано на 13 ноября.